Дональд Трамп вооружается и строит золотой флот с лазерными пушками и ядерными ракетами. Кто важнее? Уиткоф и Рубио разбираются, кто главный на переговорах по Украине. Зеленский рассказал, но не все. Американцы попросили держать в секрете, о чем договорились. Российская нефть стала еще дешевле. Баррель Брента всего за $34. Это $11 в ценах 1986 года. Совсем как перед началом краха экономики СССР. Ему все врут. Журналисты Financial Times убеждены, Путину доносят искаженную информацию. Зачем Трампу спецпосланник в Гренландии? Дания возмущена. Новое граффити Бэнкси в Лондоне. Художник подтвердил свое авторство. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, несмотря на огромную ненависть между ними, заявил Дональд Трамп. Он уверен, его опыт в урегулировании конфликтов дает надежду, что война в Украине может быть скоро завершена. Можете ли вы дать обновление по переговорам, которые проходили в эти выходные? И может ли следующим шагом стать своего рода трехстороннее обсуждение с участием делегаций Украины, США и России? Переговоры между Украиной и Россией идут. Они потеряли, как вы знаете, 27 тысяч солдат в прошлом месяце. В основном солдат, некоторые гражданские, но некоторые в Киеве и так далее. Но в основном солдаты. И переговоры продолжаются. И я говорю это, потому что между этими двумя лидерами, между президентом Путиным и президентом Зеленским, огромная ненависть. Огромная ненависть. И я надеюсь, что мы сможем это уладить. Мы ведем переговоры. Переговоры идут неплохо. Но, знаете, я решил 8 войн, и Таиланд начинает налаживаться. Знаете, они начали с Камбоджи. Они снова начали. Но, я думаю, Марко, у нас это довольно хорошо подготовлено, чтобы это остановить. Итак, я остановил 8 войн. Я думал, что это будет в середине пакта. Но, может быть, легко, но в середине пакта. Но между этими двумя людьми много ненависти. В администрации США нарастают трения вокруг дипломатической стратегии по Украине и переговоров с Россией. В центре внимания соперничество между государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником президента Стивом Уиткофом, пишет NBC News. Уиткоф, близкий союзник Трампа и бизнесмен без дипломатического опыта, совершает внезапные поездки за рубеж, иногда без уведомления Госдепартамента. Это вызывает обеспокоенность сотрудников, которые считают такие действия рискованными для координации и безопасности. Использование частного самолета и каналов связи Уиткофа усиливает опасения по поводу утечки информации. Разногласия касаются и содержания мирных инициатив по Украине. Рубио выступает за жесткий подход к Москве и тесную координацию с Киевом и союзниками, тогда как некоторые предложения Уиткофа критики считают чрезмерно компромиссными. После консультаций с украинской стороной часть плана была пересмотрена, сняты ограничения для западного военного присутствия. Представители Госдепартамента подчеркивают, что оба политика действуют в рамках стратегии администрации и имеют общие цели. Эксперты предупреждают, что внутренние разногласия могут ослабить восприятие США как последовательного партнера и осложнить переговоры с Россией. Первые документы по безопасности и восстановлению Украины подготовлены. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, эти документы включают несколько уровней гарантий. Первое. Украинская армия. Речь идет о силах до 800 тысяч человек. Украина готова финансировать часть расходов, но для такой армии нужна поддержка партнеров. Деньги, контракты и долгосрочные обязательства. Второе. Европейский Союз. Членство в ЕС рассматривают как экономическую защиту. Рынки, фонды, программы, устойчивость экономики и тыла. Третье – коалиция желающих. Европейские силы под лидерством Франции и Великобритании. Их задача – безопасность в небе, на земле и на море. Ключевое условие – поддержка США, авиация, ПВО, разведка, логистика. Отдельно идут двусторонние гарантии между Украиной и США. Они будут юридически обязательными и одобрены Конгрессом. Зеленский подчеркивает, это принципиально отличает их от Будапештского меморандума и Минских соглашений. Пока документы не обсуждаются публично. Американская сторона просит дождаться окончательного согласования. Наша главная цель – справедливый мир и окончание войны. Пока война продолжается, но мы делаем все для того, чтобы именно на дипломатическом пути у нас была победа, как минимум на дипломатическом пути. Это нужно для того, чтобы сохранить как можно больше наших героических военных, наших бойцов. Процесс идет, дипломатический. Сейчас возвращается наша группа из Майами. Они будут ночью, утром у меня будут детали. На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже сделано. Есть план из 20 пунктов.
Наверное, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и Соединенными Штатами Америки, рамочный документ. Есть отдельный документ между нами и Соединенными Штатами Америки, двусторонние гарантии безопасности. Именно их мы считаем необходимым рассмотреть в Конгрессе Соединенных Штатов Америки с некоторыми деталями и закрытыми приложениями. Сегодня у нас пресса, поэтому мы не будем говорить об этом подробно, но я снова видел первые наработки. Там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны. На что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть. Сегодня все это выглядит достаточно достойно, но это пока наработки наших военных. Радует, что не только нашей стороны. Почему? Потому что когда это наработки только с нашей стороны, вы знаете, мы много чего хотим, а потом не факт, что все это произойдет. А здесь важно, что это наработки и наши, и Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату. Также наработан первый драфт договора о восстановлении Украины, экономическая стратегия. То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, к которым мы, наверное, не готовы. И есть вещи, в которых, уверен, не готовы русские. Американцы сейчас остались на переговорах с той стороной, с представителями России. Они будут говорить, а потом мы получим от них фидбэк. Они всю информацию от нас получили. Думаю, сейчас такой момент, что мы пока не готовы к публичной дискуссии, потому что Соединенные Штаты Америки просят до согласования тех или иных форматов документов не выносить их в публичное пространство. Владимир Путин продолжает утверждать, что Россия способна выиграть войну против Украины. Но, как пишет Financial Times, причина этой уверенности далеко не в реальных военных успехах. По информации из Кремля, российские генералы и службы безопасности регулярно предоставляют президенту оптимистичные отчеты, которые приукрашивают успехи российской армии, преувеличивают потери Украины и минимизируют собственные неудачи. Эти данные создают у Путина иллюзию, что Россия имеет преимущество и движется к победе, даже если реальная ситуация на фронте совершенно иная. Такая фильтрованная информация влияет на стратегические решения Кремля. Убежденный в собственном преимуществе, Путин не видит необходимости идти на компромиссы или искать переговорные решения, несмотря на экономическое давление и санкции со стороны Запада. Эксперты отмечают, что российский лидер живет в информационном вакууме, где реальные данные о фронте и потери скрыты, а успехи преувеличены. Именно эта изоляция подпитывает его уверенность в возможности победы. Таким образом, как подчеркивает Financial Times, вера Путина в победу – это не отражение реальных возможностей российской армии, а результат информационной изоляции и оптимистичных отчетов его ближайших советников и спецслужб. Новый антирекорд в цене на российскую нефть. Стоимость барреля марки «Уралс» обрушилась до примерно $34. Это самый низкий уровень за весь период войны. Для сравнения, еще на прошлой неделе цена на российскую нефть падала до $40 за баррель, минимума с начала полномасштабного конфликта. Но за считанные дни падение усилилось еще глубже, показывая остроту текущих проблем на экспортных рынках. Причины обвала – усиленное санкционное давление со стороны США и западных стран, которое затруднило российским компаниям найти обычных покупателей. Чтобы продавать нефть, им приходится резко увеличивать скидки, что еще больше снижает доходность поставок. Это падение цен уже отражается на реальных поступлениях в российскую казну. Нефтяные доходы, традиционно ключевой источник бюджета, резко сокращаются, ограничивая возможности Кремля финансировать как внутренние, так и военные расходы. Президент Дональд Трамп назначил губернатора Джона Лендри специальным посланником США в Гренландии. В его обязанности будет входить курирование вопросов национальной безопасности региона, включая стратегическое взаимодействие с зарубежными силами и наблюдение за потенциальными угрозами. Вы назначили губернатора Лендри новым специальным посланником в Гренландию. В чем его роль, и вы до сих пор хотите, чтобы Гренландия стала частью США? Ну, он позвонил мне, и, знаете, он рассматривал Луизиану, покупку Луизианы. Он сказал, я губернатор Луизианы. И он сказал, я бы хотел, я не звонил ему. Он позвонил мне. Он очень активный. Он замечательный человек. Он человек сделок. Он тип человека, который заключает сделки. И нам это нужно для национальной безопасности. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. У них очень маленькое население. И я не знаю. Они говорят, что это Дания, но Дания не потратила на это деньги. У них нет военной защиты. Говорят, что Дания была там 300 лет назад или что-то вроде того, с кораблем,
Ну, мы тоже были там с кораблями, я уверен. Так что нам все предстоит уладить. Но он чувствовал очень сильно. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности, а не ради полезных ископаемых. У нас так много месторождений полезных ископаемых, нефти и всего прочего. У нас больше нефти, чем у любой другой страны в мире. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Если взглянуть на Гренландию вдоль всего побережья, повсюду российские и китайские корабли. Нам это нужно для национальной безопасности. Мы должны это иметь. И он хотел возглавить это дело. Так что мы назначаем его, Марка, сегодня специальным посланником в Гренландию. Гренландия — это важное дело. Назначение Соединенными Штатами специального представителя президента по Гренландии вызвало резкую реакцию в Европе. В Еврокомиссии заявили, что для Европейского Союза принципиально важно сохранение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Королевства Дания. В Копенгагене действия Вашингтона назвали неприемлемыми. Дания намерена вызвать посла США для разъяснений и подчеркнуть, что любые попытки поставить под сомнение суверенитет страны недопустимы. Я очень возмущен этим назначением специального посланника. И особенно возмущен заявлениями этого посланника, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми. Мы считали, что у нас уже есть посол США в Дании, с которым мы выстраиваем отношения по всему королевству. Думаю, мы уже наладили хорошее рабочее взаимодействие, и у меня есть впечатление, что посол разделяет это мнение. И вдруг появляется специальный представитель президента США, который, по его собственным словам, должен заняться тем, чтобы взять Гренландию под контроль. Это, разумеется, совершенно неприемлемо. Ситуация развивается на фоне повышенного интереса США к Гренландии и многочисленных заявлениях Дональда Трампа о желании аннексировать остров, который имеет стратегическое значение для безопасности в Арктике и системы противоракетной обороны США, а также обладает значительными минеральными ресурсами. При этом Гренландия с 2009 года имеет право на независимость, но остается экономически зависимой от Дании. Тимур Миндич, фигурант резонансного антикоррупционного расследования в Украине, был замечен на пляже в Тель-Авиве. Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил, что встретил его лично и зафиксировал факт пребывания за границей. Тимур Миндич – бизнесмен и близкий друг президента Украины Владимира Зеленского, который официально находится под следствием Национального антикоррупционного бюро в рамках дела, связанного с получением неправомерной выгоды и возможным отмыванием средств в энергетике. Он выехал из страны до проведения обысков и объявлен в международный розыск. По информации журналиста, Миндич не планирует возвращаться в Украину, ссылаясь на правовую защиту в Израиле, где он имеет гражданство. Сейчас Миндич минимизирует публичные появления и старается избегать контактов с прессой, однако факт встречи подтвердил, что он находится в Израиле и остается доступным для наблюдения со стороны журналистов и следственных органов. Власти Венесуэлы обвиняют Соединенные Штаты в пиратстве после захвата 2 нефтяных танкеров с примерно 4 миллионами баррелей венесуэльской нефти и введения военно-морской блокады. По словам министра иностранных дел страны Ивана Гила, эти действия нарушают международное право и угрожают стабильности мировых энергетических рынков, а также экономики Латинской Америки и Карибского региона. Венесуэла заявила о готовности защищать свой суверенитет и ресурсы и призвала международное сообщество осудить действия США. Ранее в декабре Вашингтон объявил о блокаде всех санкционированных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а спутниковые снимки показывают задержанный танкер недалеко от побережья Техаса. Мы требуем немедленного прекращения военного развертывания, блокады и вооруженных нападений и активируем механизмы многосторонней системы для расследования, наказания и предотвращения повторения этих событий. Защита Венесуэлы сегодня — это защита мира, международной законности и глобальной стабильности. США, в свою очередь, описывают свою операцию как часть более широкой кампании против незаконной деятельности, включая борьбу с трафиком незаконных веществ и обходом санкций. Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что усилия направлены на противодействие действиям, которые, по ее мнению, связаны с руководством Венесуэлы, и что президент Николас Мадуро должен уйти, чтобы прекратить эту деятельность. Министерство войны было отличным партнером, помогая нам не просто перехватывать эти корабли, но и посылать сигнал всему миру, что незаконная деятельность, в которой участвует Бергдаль, недопустима. Он должен уйти, и мы будем защищать наших людей.
Они используют эти деньги для закупок и распространения наркотиков по всему миру. Это убивает следующее поколение американцев. Так что не забывайте, о чем идет речь. Это враг США, против которого мы предпринимаем решительные действия. Наша береговая охрана делает потрясающую работу, перехватывая эти корабли безопасно и одновременно посылая четкий сигнал, что мы остановим этот поток и будем защищать нашу страну. Указания для миграционных рейдов поступают прямо из Белого дома. Об этом заявил бывший руководитель ICE Дариус Ривз. По его словам, нынешняя иммиграционная политика Дональда Трампа политически мотивированная и неэффективна в борьбе с преступностью. Бывший чиновник говорит, сотрудников направляли на массовые задержания обычных нелегальных работников, включая тех, кто совершил только административное нарушение. А давление на выполнение планов арестов исходило напрямую из Белого дома. Руководство агентства угрожало увольнениями тем, кто не выполнял квоты. Это идет из Белого дома, спускается до ДХС. Да? Звонки ФОД. Это очень реально и документировано. Стивен Миллер садился за телефон, звонил в полевые офисы и говорил: «Вас уволят или снимут с должности. Мне нужны мои цифры». Фокус по какой-то причине сместился на то, что мы выйдем на улицы, мы будем в полном военном снаряжении. Это большая проблема. Мы собираемся усилить каждое федеральное агентство, каждое правоохранительное агентство, чтобы затопить улицы ради худших из худших. Но цифры этого не подтверждают. Цифры это не показывают. В Лондоне появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси. Мурал в районе Бейсвотер изображает двух детей в зимних шапках, лежащих на земле и смотрящих в небо. Один из них указывает рукой вверх. Прохожие останавливаются, чтобы рассмотреть и сфотографировать черно-белую композицию на стене старого здания, привлекая внимание к характерному стилю анонимного художника и его умению превращать городские улицы в арт-пространство. По улицам польского Забже проехал танк «Леопард», украшенный гирляндами и рождественской подсветкой. Необычную акцию устроили военные 19 декабря. Вместо камуфляжа бронемашину украсили праздничными огнями. На видео видно, как солдаты садятся на танк и проезжают по городским улицам, привлекая внимание прохожих. По словам организаторов, это был символический жест и способ создать праздничное настроение в городе накануне Рождества.